Всем привет! Я сейчас нахожусь у своих родителей по той причине, что нам наконец-таки залили пол. Вот залили пол. Собственно, вот так вот. Дело в том, что у нас очень испортилась погода, у нас начались дожди, затем рабочие очень сильно болели и, конечно же, никак не могли приступить к работе. Наконец-таки они сейчас приступили к работе, их сейчас двое работают, поэтому немножко быстрее продвигаются дела. Также они потом доделают стену, которую не доделал предыдущий работник, и зальют где котел. Там тоже нужно будет немножко сделать такой залив, подъем, там же будут выкладывать и плиточку тоже. В общем, процесс идет. Сейчас я поеду выбирать плитку, смотреть обои, потому что обои в этой комнате будут меняться. Также плитка будет и на порожках, потому что я хочу, чтобы порожки тоже выглядели очень хорошо перед входом. И замерили на этой неделе дверь в ванну. Будет обычная пластиковая дверь, обычная такая вот белого цвета. И так как она там нестандартная, то, соответственно, все это сделалось под заказ, поэтому ждем уже на следующей неделе, будет уже готова дверь, и тогда уже будут класть плитку и, конечно же, поставят дверь. Теперь будем решать еще вопрос с потолком. Дело в том, что у нас потолок течет. Кухня, где мы кушаем, где я готовлю, и ванна является пристройкой к дому. Поэтому там на потолке все печально, очень печально. И постоянно, когда идут сильные дожди, когда тает сильно снег, там течет с крыши. И вот должны будут на следующей неделе подняться на крышу, посмотреть, в каком она там состоянии, и потом уже решить вопрос, что будем делать. Будем просто пластик, или же натяжной потолок будет. И потом, когда уже весь ремонт это доделается, все буду мыть, и потом уже ставить мебель так, как она примерно стояла, только добавится там столешница, где я буду готовить. И в углу шкаф, чтобы все эти вот трубы не было видно, чтобы, в общем, было комфортно. Сейчас на данном этапе я буду стараться делать комфортную жизнь для моих детей, потому что этот дом, где сейчас делается ремонт, этот дом нам на всю жизнь. Здесь вложен материнский капитал, и не один, то есть от Тимофея и от Таюши. Я хочу улучшить жилищные условия. Но сейчас в основном я стараюсь, конечно, вложить все денежки именно в ремонт, для того, чтобы было потом комфортно. У нас, как я ранее говорила, что очень холодная ванна, потом перейдем туда в ванну, там что-то будем решать с потолком, потому что там тоже все очень печально. Потому что это все пристройка, и с этим потолком все не очень хорошо. 3 года дом стоял просто, потому что хозяин жил в Санкт-Петербурге, и потом мы его купили. Поэтому, конечно, все нужно вкладывать в дом, это вот такое дело. Так что сейчас я еду выбирать плитку, беру вас с собой. Покажу, что я выбрала. Несколько дней ездила и смотрела варианты в различных магазинах и выбрала то, что мне по душе. Вот теперь я буду с вами делиться. Также я смотрела еще в некоторых магазинах обои. Вот, и сейчас еще хочу заехать еще в один магазин, посмотреть и моющие обои, и потом уже выберу, какие лучше. Так что поехали со мной. Вот такую, скорее всего, плитку я себе возьму в кухню. Вот такая будет. Но на порожке решаю, или вот такая вот, так, или вот эти вот варианты. Вот такая есть. И вот еще. И сейчас посмотрю еще в том зале. Или вот такой вариант на порожке. Вот тогда идеально бы смотрелась вот эта вот плитка.
потому что вот такую плитку я взяла на стену, и вот такой был бы пол. Было бы идеально, но его вообще нет в наличии и не будет. Есть, кстати, вот этот вариант на ступеньке. Вот. А есть, вот мне понравилось что-то вот этот вариант на ступеньке. Не камушками, а, наверное, вот этот вариант по цене также. Ну, он шершавый. Да, выемки есть. Он шершавый, не скользко будет. И это тоже шершавое и не скользко будет. И цена, это даже дешевле, чем это. Вот. Столько мест объездила. Ну, вроде бы по плитке определилась. Конечно, я не хочу в виде вот как дерево положено, вот как здесь, допустим. Ну, не знаю, мне, вот, допустим, абсолютно не нравится. Мне бы хотелось что-нибудь такого спокойного, необычного. Не знаю даже. Как-то так. Сейчас еще пока просмотрю варианты. У нас эти дни идут дожди. Прям прилично сильные дожди. Вот, посмотрела плитку, посмотрела обои в коридор. Мы будем менять. Вот. Я что-то начинаю заболевать. У меня прям горло так болит. Сейчас бы, конечно, было бы хорошо все это делать. Уже увидеть результат. Хороший результат. Дожди, конечно, не кстати, потому что весь замес делался тоже из песка. А тут песок на улице. В общем, прошлась, посмотрела, плитку заказала. Я уже приехала, уже у родителей дома. Все, как я и говорила, я заказала плитку и на пол, и на порожки, и плиточный клей заказала. В понедельник все это привезут, и доставку тоже. Также подъедут работники, они выгрузят это все дело, и уже процесс пойдет дальше. Потом мне останется только выбрать обои, потому что я не определилась так. Затем еще не решила, натяжной потолок будет или что-то другое, потому что они не успели залезть на потолок. Погодные условия действительно не позволяют. Сильный дождь сейчас, очень сыро. И как раз-таки за этот период времени, пока будут находиться у родителей на выходных, там все просохнет хорошо. И можно будет уже с плиткой решать вопрос с дверьми. И все, в принципе, за несколько дней сделать. Ну, вроде еще одна неделька, но, может быть, 1,5 недельки, и все. В принципе, уже будет все готово. Останется только заказать столешницу под заказ. Я еще смоделирую. Нужно смоделировать так, чтобы помещалась и корзина между стиральной машиной и плитой. Или же там просто будут полки для моющего. В общем, пока я еще точно не решила. Вот, и потом, собственно, какой-то перерывчик будет, и тогда уже дальше продолжим. Нужно будет засыпать подвал, надо найти, откуда идет вода в подвал, и тогда уже выносить всю мебель, либо расставлять эту мебель по всем комнатам, засыпать яму. В общем, эти работники, которые сейчас у меня работают, они готовы и дальше продолжить работу, но просто нужно немножко поднабраться сил и возможностей, тогда уже продолжить дальше, потому что ну, чуть-чуть тяжеловато будет. Вот. Так что такие вот планы. А мы вышли немножко на улицу, во двор. Дождь прекратился, стало тихо, хорошо. Там где-то курочки. Родители в этом году тоже будут немножко курочек разводить, инкубатор заложили уже. Вот, мама вчера убирала клубнику, убирала листья от нее. Также покрывной материал. Тюльпанчики скоро зацветут у нее. У меня тоже, кстати, нарциссы вылезли. Тюльпанчиков много будет. Вот мама делала клубнику. Я тоже немножко поработала вчера в огороде, пока они были в машине, спали. Я как раз таки
во двор загнала машину и во дворе убирала. Вот так. Так что сейчас весна. Я очень люблю огород, землю, посадки. Мне это как-то придает силы. Поэтому, когда меня спрашивают, откуда у тебя берутся силы, вы знаете, когда занимаешься каким-то любимым делом, какое-то свое хобби, тогда как-то прибавляются силы. Допустим, если вы любите прогулки на свежем воздухе, вам добавит это силы, если вы пройдетесь, там, попьете кофе, там, зайдете в какое-нибудь красивое место, или, может, просидите на лавочке, посмотрите на речку, ну, тоже вам придаст сил, да. Я, допустим, вчера поработала с клубникой, со своими растениями. Также вот я бабулечке привезла подснежники, маме привезла подснежники, выкопала и привезла. Сейчас покажу, какие они. Вот. И я рада тому, что я поделилась с ними подснежниками и немножко поработала в огороде. Прибавилась сил достаточно. Вот, мама посадила возле елки. Такие подснежники у меня растут. Сейчас будут расти у мамы и бабушки тоже. Сейчас повезу. Тоже посажу ей. А я приехала до бабулечки. В общем, привезла ей цветы. Выкопала свои. У меня тоже выросли. Вот. Выкопала такие подснежники. Хочу ей посадить. Ну и у тети Тани день рождения. Я поздравлю. Ну вот. И поздравлять идем. У бабушки Кися, да? Кися, Кися. Оп. Не завались. Кися. Кстати, хочу с вами поделиться. У мамы же есть тоже орхидеи. Мама мазала почки цитокининовой пастой. Так вот, смотрите, вот эту вот почку, сейчас я поверну. Вот. Вот эти почки, две, мама мазала цитокининовой пастой. И вот смотрите, эта почка вот такая еще на стадии. А эта почка сделалась цветонос. Хотя мама предполагала, что будет детка. И вот цветонос получился, смотрите, уже бутончик. То есть вот эта цитокининовая паста, она продается в любом магазине, где есть там орхидеи, где есть земля. Вот, можно пробудить почки. Как я и повторяла в прошлый раз, что вот эту штуку отодвигаете аккуратно, мажете, и будет почка. Вот здесь тоже она мазала. Видите, вот, тоже цветонос пошел. И вот это тоже мазала. Тоже цветонос пошел. И бутончики образуются. И вот еще. То есть любую почку можно пробудить именно цитокининовой пастой. И тогда будет обильно хорошо цвести орхидеи. Кстати, мама реанимировала мои орхидеи-реанимашки. Я, кстати, не знаю, какие они цвета, но мама хочет именно размножать орхидеи и этим делом заниматься. А бабушка нашла Таюше занятие. В общем, магнитики на холодильнике. Она может, ну, не знаю, минут 15-20 заниматься этим делом, пока мы, допустим, чай попьем, либо покушаем. Да, золотце мое? Да? Да? Вовочка у нас тут лежит. Спит он у мамы на кровати. Так вот, некоторые говорят, что вот у вас Вовочка кашляет без конца. Наверное, он постоянно болеет. Нет. Если кто в теме, кто знает, у таких детей, у которых есть ДЦП, у них есть псевдобульбарный синдром. То есть скопление слюны. Посмотрите, у нас язык вечно наверху. То есть у него спастика язычка. И, соответственно, слюнки он так часто не проглатывает, как мы с вами. И у него скопление слюней. От того, что он скопление слюней в любом положении, хоть в лежачем, хоть когда он сидит в кресле, он кашляет, пытается откашляться. Он вот, допустим, на протяжении нескольких минут я с вами болтаю, он даже еще не глотнул слюну. Поэтому санатор, который мы приобрели, нам в помощь. Мы все время санируем его, постоянно делаю санации, убираю эту слизь, чтобы она ему не мешала.
и он тогда может спокойно кушать. Даже в течение кормления может это все скапливаться, также я его санирую. Сложно, конечно, объяснить, но сейчас на данном этапе Вовочка абсолютно не болеет, он здоровый, все с ним хорошо, он прекрасно себя чувствует, его не мучает пока что приступы, несмотря на перемену погоды. Вот, и, соответственно, после массажа у нас лучше стали ножки в этом месте. Ну, тут, конечно, не видно, тут колготок много, штанишков много. Вот, но ножки намного лучше стали после массажа, после ЛФК. Поэтому также в нашем местном реабилитационном центре будем продолжать бесплатно заниматься. Вот, и надеемся, что в Санкт-Петербурге, когда мы пройдем уже полное обследование, тогда уже будет ясна картина и будет ему полегче, конечно. Вот, и надеюсь, что Таюшенька уже у меня отучится и не будет на грудном вскармливании. Пока она вот так вот сама ходит, мы сейчас дожидаемся бабушку с работы. Вот, и Тимошенька у нас с папой вместе. Да, Вова хорошо себя чувствует. Когда тепло на улице, конечно, гуляем с ним на улице. Когда такая прохладная погода, сырость, стараюсь не гулять на улице, стараюсь оставлять его дома. Вот, сегодня еще у нас по плану будем делать ленивые вареники с творогом. Вот, давно их не делали. Сегодня попробуем сделать. Вот, смотрите, до сих пор не глотает слюну. А потом начнет поперхиваться, начнет кашлять. Вот, единственное еще, что в последнее время ручку как-то он вот так вот стал делать. Вот, видите, вот так стал делать. Ой, собственно, у него больше сейчас проявление эмоций. Это он может ложку отобрать, кривиться, он может часто улыбаться, если с ним взаимодействуешь, ну, по настроению. То есть эмоционально стал лучше себя проявлять, вот, нежели как бы раньше. Но физически, конечно, из того, что мы наработали ранее с реабилитацией, у него, к сожалению, этого нет. Я, конечно, чаще выключаю свет, чтобы он не смотрел на лампочку, то, мне кажется, смотрит на лампочку тяжело. А когда вот я к нему подхожу, почему-то глазки так всегда закатывают. Ну, соответственно, у нас постоянно ротик открытый. Постоянно. Еще будем решать вопросы с зубами, потому что у нас зубки вроде есть, но вот дальние зубки у нас не до конца вылезли. Начинают портиться от того, что препараты он постоянно пьет. Ой, в общем, дел, знаете, очень много. И по ремонту, и с Вовой, и с Тимошей, и с Таюшей. Мне скучать абсолютно не приходится. Ну, пока побудем здесь на выходные, а потом уже поедем и будем дальше решать вопросы. Родители поставили вот инкубатор, выводят цыплят. Тоже будут цыплята и на продажу, и для себя тоже. Мы, конечно, уже не будем заводить ни курочек, ни уточек, никого абсолютно. Попытались тоже цыплят вводить, но, к сожалению, аллергическая реакция у Вовы пошла. Мамочки, тут активно тоже цветут орхидейки. Знаете, вот здесь так интересно, вроде пестрая орхидея, она вот не до конца такая пестренькая, как-то слабовастенькая, а эта веточка прям хорошо. Сейчас вот дождик прекратился, хоть и лужи, ну, довольно-таки тепло на улице. Кстати, по поводу выбора обоев, плитки или других материалов, конечно, я советуюсь со своей мамой, потому что мама годами делала ремонт. И ранее у нас жизнь была совсем другая, когда я была маленькая. Я, наверное, до 14 лет я не обращала внимания, какие ремонты у нас делаются. Вот. Но спустя время, конечно же, когда мама стала делать в разных комнатах ремонт, это, да, конечно, стала замечать. И вот, по-моему, в прошлом году вот она тоже несколько комнат сделала, и в том числе и зал. Поэтому я советую с мамой и тоже стараюсь ее вкус учитывать, свои предпочтения тоже. Поэтому у нас еще не сделан ремонт в зале. У нас там с полами проблема. Также нужно убрать старые обои, которые ранее были от прошлых хозяев. Это единственная комната, которую мы вообще не трогали. То есть не делали абсолютно никакой ремонт. Я просто хочу избавиться от ковров и постелить либо просто линолеум,
Ну, на больше у меня нет возможности, там, паркеты или же, что там, ламинаты и прочее. Вот, скорее всего, может быть, положу линолеум красивый какой-нибудь, вот, и обои новые в зал, и шторы новые в дальнейшем. Но это я планирую ближе, наверное, к осени. Вот, именно эту комнату. А сейчас пока занимаюсь именно кухней, ванной и потом, где мы кушаем, подвалом буду заниматься. А потом уже перейду плавненько в зал. В зале не так много будет трат, как вот именно то, что делается сейчас. Вот сейчас очень много трат. Бабушка уже подсоединила качелю. Катаемся. Вот так катается Таюша. Хорошо. Бабушка пока будет заниматься работой, делами огородными. Тут катаемся. Сестра за собой следит. Вот так. Давай, ты бровки строишь, да, дочь? Мы снова пришли до бабули. Ну вот, хочу показать возле ее двора фиалки. Вот, посмотрите, они такие. Тоже себе выкопаю домой. В общем, тут фиалок много. Смотрите, какие красивые. Мелкие. Я знаю, что они разрастаются. Бабушки, они просто растут на какой-то куче. Вот надо будет накопать перед уездом. Тоже себе посадить. Посмотрите, как у нее, у бабулечки красиво тоже цветут. То, что мы посадили, как раз таки полили, и дождик пошел. Они распускаются хорошо. А потом они будут размножаться, в нескольких луковиц будет. Красота у нее здесь. Я пришла в свой парк. В селе долго жила же. Смотрите, какой красивый. Площадку сделали, тренировки, всякие детки. Пройдемся еще чуть-чуть. Таечка уже спит. Малявка. Ничего не изменилось. Также осталось только лавочки на месте. И эти мусорки. Обычно их не бывает. Вот так парк. Птички поют. Только не кусают. Такое ощущение, что у тебя куча зубов, и ты прям жуваешь. Да. Слышу, балуетесь. Там вам кажется. Да? Вкусно. Вкусный бабушкин компот. Сейчас буду делать ленивые вареники. Берем творог, 2 куриных яйца, соль, немного соли, немного сахара. Все это перемешиваем хорошо и немного добавляем муки. Как отличаются домашние куриные яйца? Желток прям хороший, чем покупных. Немножко муки. Также все размешиваем. Формируем на вот такие вот колбаски и разрезаем вот так вот. Затем из всего полученного обваливаем с 2 сторон. Можно так вот придавить хорошо. Вот. Обычно делаю я это так. И отправляем в разогретую уже кастрюлю. Потом добавляем маслечко, и в общем все будет вкусненько. В подсоленную кипяченую воду, прям чтобы кипела, выкладываем наши ленивые вареники. 5 минут и вытаскиваем. И
получаются вот такие вот плотные, ленивые вареники с творогом. Маслечко. И вторая тоже порция. Вот такие вот получились. Что, Вовка, будешь кушать? Уже язычком показывает, что хочет кушать. Кормлю его. Вот так. Ну, держу ручку, придержу, чтобы он не отмахнул. Чтобы не схватил меня, да? Сейчас мы еще полотенчик чуть-чуть сюда. Таюша к нам пришла, да? Угу. На улице, Вов, хорошо прям. Кто рычит? Ну, да, кушаю. Кушай, Вова. Вкусную кашку. Сейчас вот спокойно кушает. А бывает так, что очень неспокойно. Голову отодвигает. Симметричный шейно-тонический рефлекс. Бывает. Да и вот легко ручку держу. Даже когда тело вот так вот кормишь, тоже сложно бывает, да? Вот. Температурки. Понятно. Вот так мы кормимся и пою его, то есть полулежа. Потому что если полностью сидя, он все выливает, побольше вот мокрот начинает собираться. Вот сейчас опять буду его санировать. Вот так. Так, кушает он с ложечки. Пьет с кружечки, но поперхивается. Не потому, что он болеет, потому что поперхивается. Просто даже если дать ему вот так вот сидя, он все выливает на полотенце. А полулежа мы уже так привыкли за 6 лет. Вовка злой. Что ты так злишься, а, Вовка? Что ты так злишься? То он сидит. Хорошо. Я ему не одеваю обувь. У нас 2 носочков. Вот носок, вот носок. Очень теплые колготки, штаны. Всегда. Вот. Обувь не одеваю. Да, только хорошо глазки били. Сейчас ты решила закатить свои голубоглазики. Пойдем бабушку посмотрим, что она там делает. Что делает. Пойдем. Подышишь воздухом. Котейки на улице у нас живут. В доме они не живут, потому что аллергия у Вовы на кошек. Вот, поэтому они на улице живут. И... О, бабушка. Бабушка красоту навела. Посмотрите. Видите, какую красоту мама навела. Брала сегодня прям хорошо. Укрывной материал взяла, чтобы меньше полоть.
А мы решили приехать домой, потому что хорошая погода, тоже хочу немножко что-то поделать в огороде и, соответственно, с орхидеями. Мне их уже полить надо. В общем, смотрите, вот такая цитокининовая паста. Стоит она не так дорого. Мне нравится вот эта вот орхидея. И у нее хочу пробудить почки. Вот одна почка сама по себе пробудилась, и рядышком вот эту почку хочу пробудить. Так, вот таким образом хочу показать. Вот я беру, отодвигаю вот эту вот часть потихонечку и попытаюсь пробудить потом почку. Все это потихонечку вот так вот убираем. Вот так. Если вы уберете вот эту почку, то все, хана. Надо аккуратненько. Вот. Открыть ее. Вот мы потихонечку и открываем. Вот так паста выглядит. Берем совсем чуть-чуть пасты. И я помажу вот эту почку и вот эту почку. Смотрите, мне удобно работать именно вот такой штучкой. Вот здесь я набрала пасту цитокининовую, а здесь убираю именно сухую. Ну, это как лайфхак, можно так сказать. А вообще это для убирания кутикулов. Так, ну что, и на нашу почечку мы немножечко наносим цитокининовой пасты. Совсем чуть-чуть. И я хочу еще помазать вот эту часть почки, которая уже вылезла. Вот. И таким образом оно должно пробудиться хорошо и пойти в цветонос. Через 10 дней вы увидите, что она будет больше, намного больше. И все, в принципе, мазать больше не надо. Чуть-чуть помазали и все. И почки сами по себе потом пробудятся. Надеюсь, что видно. Чуть-чуть помазать вот так. И вот такую вот красотку орхидею. Я тоже хочу, чтобы она цвела дольше, поэтому здесь помазала тоже цитокининовой пастой 2 почки. Ну, посмотрим, как будет. В принципе, я на всех орхидеях хочу пробудить почки, чтобы они цвели дольше. Ну, вот это вообще красотка. Мне она так нравится, пестрая, такая красивая. Дома Вовочки намного лучше и хорошо. Так что будем... Свой выходной будем делать домашние дела, огородные дела. На этом все. Огромное спасибо за внимание. Всем пока.